Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Закончился матковыводной сезон. Поступают заказы на маток F1 на следующий год. Нуклеусы и, в общем-то, все уже спрятано в хранилище. Подведены итоги. Ну и по итогам этого года хотелось сделать небольшой обзор. Я вот докупил уже на следующий год. Занимаюсь уже подготовкой к следующему сезону. Докупил некоторое количество вот таких нуклеусов. И по итогам использования их в этом году хотел сделать такой небольшой видеообзор. Плюсы, минусы и так далее. Значит, я в прошлых видео делал видеообзоры нуклеусов на большую рамку, на 4 маткоместа. Это деревянные нуклеусы на одно маткоместо. Там есть несколько производителей таких нуклеусов. Вот я у одних из них купил, использовал один сезон. Ну и что хочу рассказать. Значит, немножко грубовато оно сделано. Приходилось наждачкой отшлифовывать или куском наждака. Подкрасить. Красил, этот раз я красил резиновой краской. Там мне подсказали, резиновая краска. Очень мне понравилось. В смысле того, что очень хорошо с ней работать. По долговечности, в принципе, тоже там эту краску хвалят. Вот, значит, это желтая, я вот открою, просто покажу. Краска на водной основе, поэтому разбавляется водой. Практически не пахнет, можно красить в помещении. И кисточка легко моется водой после использования. Поэтому вот, такой нюанс. По краске сразу я так остановился. Дальше, значит, нуклеус на 4 мини-рамочки. Вот такие мини-рамки. Я наващивал сверху тут только полосочку вощины. И дальше пчелки сами отстраивали. Значит, нуклеус, сам ящик с сеткой на дне. Такая сеточка. Закрывал я ее практически только когда было холодно, ранней весной. И потом целое лето эта сетка была открыта. Здесь сверху под крышкой была целлофановая такая полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка была здесь весь сезон. То есть нормально, сырости нигде не было, все отлично. Значит, теперь о нюансах. Значит, показала практика так. Здесь стоит между кормовым отделением и там, где маточка с пчелами и с рамками, вот такая кусок разделительной решетки. В процессе эксплуатации получилось так, она практически не нужна, эта решетка. Но это в моем случае не нужна, я все эти решеточки поснимал. Очевидно, для чего ставили решетку? Для того, чтобы матка не переходила в это отделение. Во-первых, там корм, ей делать нечего, там только пчелки. А во-вторых, в какой-то период здесь получается пустое место, и пчелы могут застраивать сотами. И маточка, если туда перейдет, зачервит, в общем, потом это вырезать, в общем-то, неудобно. Но в моей ситуации я что сделал, что здесь переделал? Вот здесь такой плотик, очевидно, рассчитан на то, чтобы здесь заливать жидкую подкормку. Я этот плотик убрал. Вот, и вместо того, чтобы заливать прямо сюда, я изготовил вот такие кормушки. Кормушки из вот таких бутылок из-под мыла. Вот, пустая бутылка. Бутылка сама где-то на литр объем. И если ее обрезать, то приблизительно пол-литра туда помещается сиропа. Изготовил вот такой плотик из такой фольгоизол. Тут даже 3 миллиметра где-то это самая толщина. То есть любой плотик сюда можно изготовить. Пчелы не тонут. Вот нормально. Вот таким вот образом отлично сюда помещается такая коробка. Вот, то есть, не знаю, чтобы избежать там протечек и других там неприятностей, то вот я использовал вот такую коробку.
Практически одной такой емкости хватает на все время. То есть хватает для того, чтобы пчелки оттянули соты в этих мини-рамочках и немножко туда занесли сироп для начала. Потом пчелы начинают летать и в принципе по чуть-чуть носят нектар. Поэтому корм уже и не нужен. Но некоторым по 1,5 где-то я заливал. Ну максимум, если, я говорю, залить одну полную, легко доливать, потому что снимается эта крышка и отодвигается полиэтиленовая пленочка. Здесь удобно долить, пчелы не мешают, никто никуда не вылетает, ни напада, ничего нет. Закрыл, все. Вот. Дальше, значит, в какой-то момент, когда уже достаточно развинулся этот нуклеус, я убирал эту кормушечку. И сюда ставил, я дополнительно изготавливал вот такие, ну или похожие на эти рамочки. Ставил сюда дополнительно. Ну, некоторые оттягивали, а некоторые даже и не трогали. То есть просто у них тут был проход, и лишние пчелы, если здесь уже накапливалось количество пчел, выходящих уже молодых пчел, то они здесь собирались. Еще какая доработка, которая, ну, в общем-то, пришлось мне уже вместе с сотами струшивать пчел и переделывать. В какой-то момент приходилось количество этих нуклеусов сокращать. Допустим, вот здесь матку я реализовал, осталась семейка, ну и чтобы ее так не держать, надо было ее, ну, в общем-то, куда-то пристроить. Так вот, была необходимость по 2 такие рамочки вместе с пчелами раздавать в соседние нуклеусы. И вот эти рамочки сюда, в кормовое отделение, они не помещались. Поэтому вот эти разделители мне пришлось немножко снять, там по пару миллиметров. Снимал я строгальным таким, ну, электрорубанком. Вот, я по пару миллиметров снял, но пришлось, дело в том, что сейчас, то я уже предварительно это сделал. А тогда это пришлось вместе с медом, ну, не очень это удобно было. И таким образом, вот я позаселял этих пчел в соседние нуклеусы. И там они еще какое-то время поддерживали уже ту семейку. Вот, количество их там становилось больше. Итак, если уменьшить ширину этих разделителей, то появляется возможность 2 таких рамочки ставить в кормовое отделение в какой-то момент, и там будут переходить туда свободно пчелки, в том числе и матка. Ну, обычно здесь будет корм, то есть матка все равно будет сеять здесь, а здесь будет корм. Но что это дает? Не будут застраивать пустое пространство, это пространство будет занято рамочками, и появляется возможность для большего расширения вот этого нуклеуса. То есть вот так мне, ну, я работал, так мне понравилось этим нуклеусом. Поначалу такой нуклеус мне совсем не понравился по сравнению с теми, которые у меня на чуть больше рамочка. Но в итоге, в принципе, можно работать. Можно работать тоже, есть свои плюсы и минусы. Ну, кроме того, эта рамка, ну, там, наверное, многие видели, тут сделаны такие вырезы для того, чтобы можно было соединить эти рамочки, и получается в итоге такая в сборе магазинная рамка. Можно ее размещать или в магазин, или просто даже там, где стоят рамочка на 300, просто между ними, если здесь есть расплод, чтобы пчелки выгрели этот расплод и расплод вышел. Но это она у меня распалась, так тут зацепы в принципе нормально стоят. Если их собрать, в принципе, рамочка стоит нормально. Ну, то есть вот такие плюсы, минусы и нюансы в работе. То, что я использовал, и то, что как бы к чему я пришел. Об этом я вот сегодня хотел рассказать. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.